Ее мысли о тебе сегодня. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот вы, в принципе, человек самодостаточный. И это не обязательно означает, что у вас очень большая зарплата, очень большие накопления. Вот вы даже довольствуетесь тем, что у вас есть. Вы не гонитесь за какими-то большими суммами. Да? Вот вам хорошо и комфортно в том вашем мире, который вы себе уже построили, обустроили. Причем многие из вас уже, в общем-то, добились то, чего хотели, да. Есть довольно и неплохая зарплата, есть и, может быть, кто-то хотел, вот если, допустим, да, к примеру, хотели купить квартиру, машину, там еще какие-то, может быть, путешествовать вы мечтали. То есть вы себе можете это позволить, вы себе, может быть, это уже купили. Либо же вот-вот купите, да, ну, совсем немножко осталось подсобирать. То есть вы человек, который, в общем-то, себя и не ограничивает, и много чего можете позволить, даже еще, может быть, даже какой-то благотворительностью занимаетесь. Но это не обязательно в какие-то организации, это скорее, может быть, помогаете. Кто-то детям, кто-то внукам, кто-то подает даже нищим на улице, да. Ну, то есть вы такой не скупой человек, хотя денежка у вас водится. Кто-то из вас однозначно начал, может быть, даже не то, чтобы даже начал, наверное, не так будет правильно сказать. Почему-то мне вот идет информация, как будто вы проснулись, вот знаете, состояние, как после зимней спячки. Это может быть озарение, это может быть ситуация, когда открылись на что-то глаза, это может быть вы узнали правду о ком-то. Ну давайте немножко еще более подробно посмотрим. Смотрите, да, здесь ситуация, когда вы что-то узнали, это может быть и о бывшей, это может быть о каком-то еще человеке, да, что вот как будто ваш мир перевернулся, и вы поняли, что нет, я буду жить по-другому, я ни за кем не страдаю, я начинаю жизнь с чистого листа. То есть вы что-то такое переоценили, вы либо узнали, и решили, что все, я живу, может быть, для себя какой-то период, да. Причем реально вы можете сейчас вот взять паузу от личной жизни. Вы можете себе позволить романы, вы можете себе позволить разные отношения. То есть вы прекрасно знаете, что есть женщины, которым вы нравитесь, есть охотницы, да, вот те из вас, у которых, ну, имеют более-менее денежки, да, машины, квартиры. Вы прекрасно знаете, что охотницы за вами есть. Но вы как-то это все отметаете, потому что хочется покайфовать. Вот покайфовать для себя. И давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, пишите все. Вот вы действительно сейчас вот кайфуете в одиночестве, либо же все-таки вам плохо. Может быть, вы взяли паузу осознанно, да? Может быть, вы хотите сейчас какой-то период покайфовать, а потом будете все-таки, ну, искать каким-то способом новую женщину. Напишите, вот что сейчас происходит в вашей жизни. Всегда интересно читать. Далее, я вам скажу, что вы человек, который, в общем-то, наделен многими талантами и, в принципе... Знаете, особенно я опять-таки сделаю акцент на тех из вас, которые много чего добились, да. Если у вас много завистников, потому что вот вы такой человек очень активный, инициативный, вы всегда можете и приготовить что-то из ничего, да, вот вы такой еще кулинар, вы гурман, вы можете как-то организовать людей, у вас все спорится, у вас все горит в руках, за что бы вы ни брались, у вас это все классно получается. Вы все схватываете на лету, очень активный, да, вот такой вы подвижный человечек, хоть и многие из вас уже с разбитым сердцем. Но ничего, как я уже сказала, после этого разбитого сердечка вы либо же уже кайфуете, да, вот живете для себя
пусть даже это если какой-то период будет. Кто сейчас находится в таких довольно разбитых энергиях, может быть, недавно вы разошлись, то точно так же вас это касается информация, просто она будет чуть попозже, вы точно так будете жить для себя, когда ваши эмоции поулягутся. Даже на дне колоды, смотрите, ребят, вы выпали императором в очередной раз. Довольно часто вы выпадаете императорами, а слабый император, ну, никак не может быть. И опять-таки, да, вот вы ушли в новую жизнь. Постоянно карты одни и те же, да, выпадают. Вы ушли в новую жизнь и начали жизнь с чистого листа, и это новая ваша история, она будет намного лучше, чем была раньше. Что еще скажу о вас? Ну, вы романтики, ребят. Вот вы романтики, просто если бы вот вам дать женщину, ну, я к примеру, так, гипотетически, так сказать, если бы вам дать женщину, с которой у вас завязались бы отношения, ну, вы бы, конечно же, делали какие-то романтические поступки. В принципе, вы и раньше делали, да? Вы такими будете. Просто у кого сейчас, ну, тишь да благодать, да, кто кайфует в одиночестве, в общем-то, вы эти романтические поступки, ну, в переносном смысле, вы направили на себя. А так вы романтик, вы умеете красиво накрыть стол, вы умеете вот как-то это все обустроить, преподнести. И я думаю, женщины, которые были и еще будут в вашей жизни, но они будут от вас балдеть. Вот как вы красиво, по-джентльменски, да, у каждого свои таланты, это понятно. Но вот настолько вы умеете все как-то обустроить, романтик этот организовать, что это, в общем, кайф кайфовый. Ну и в двух словах еще скажу, что есть среди вас кто-то, кто занимается, может быть, медитациями, психологии, кто увлекается той же самой эзотерикой, какими-то философскими науками, да, вот отзовитесь, ребят, если вы этим увлекаетесь. Можете написать, кто чем увлекается. Ну, давайте погнали дальше. Какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад и что она думает о вас сейчас, на сегодняшний день? Это женщина из прошлого. Это женщина, с которой, скорее всего, либо же вы жили вместе, да, здесь не обязательно официальный брак, здесь может быть просто, ну, такое сожительство, гражданский брак, еще его называют. Здесь могут быть дети. Здесь женщина, которая разбила вам сердце, и за которой, может быть, вы, ну, довольно длительный период страдали. Кто-то сейчас, может быть, еще страдает. Есть среди вас, опять же, те, которые еще сомневаются по поводу ее, да, ну, семья, посмотрите, однозначно, даже 2 карты у нас семьи выпало. То есть среди вас даже те, которые все-таки надеются, а вдруг она одумается, а вдруг получится, да, а вдруг все наладится. Очень скучаете, очень ностальгируете по этой женщине, хотя пришлось натерпеться. Женщина, которая когда-то в свое время погрузила вашу жизнь в ад. У каждого это свой ад на земле, как говорится. Да, не люблю я это слово, но тем не менее. У кого-то из вас были, ну, может быть, не очень хорошие мысли, да. Это уже когда-то у нас тоже выпадало в сигнификации. Ну, то есть жизнь становилась немила. То есть женщина, которая когда-то была вам дорога, она настолько обесценивала все то, что вы для нее делали, настолько по-свински, это очень мягко я сейчас говорю, относилась к тому, что вы для нее делали, да, и я не исключаю, что есть среди вас те, у которых женщина сама просто развернулась и ушла. Ушла к другому, либо же ушла просто вот искать каких-то приключений, да. Поэтому тяжелая история была, не хочу сильно погружаться. Ну, то есть это женщина, которая причинила вам дикую боль. Но опять же, есть те, как я уже говорила, что все-таки еще надеются, а вдруг вернется. Давайте-ка посмотрим, что же эта женщина на сегодня вот все-таки думает о вас. Загадывайте каждую свою женщину. Смотрите, мне показано, она далеко не глупая. И вы это знаете. Она скорее даже продуманная, потому что все то, что она вытворяла, чудила, я не буду сейчас афишировать, вы каждый знаете, понимаете, о чем я говорю.
Даже то ее вранье, все эти сказочки, которые она вам рассказывала, все эти тайны, которые, может быть, вы потом узнавали, да, которые все это выходило, все ее действия, поступки, которые вы потом узнавали и еще узнаете порой. Это нужно было все продумать, это нужно иметь действительно мозги. И я вам скажу так, эта женщина, у кого-то даже может проиграться, что владея магией, либо же ходя куда-то к ведьмам, колдунам, она вот, я смотрю, она что-то замышляет. Что она замышляет? Ой, мои дорогие. У нее жизнь на сегодняшний день не так хороша, как ей бы казалось. Совсем не в радостных моментах она находится, да, у нее есть подружки-утешительницы, может быть, там сестры, родственники, которые пытаются ее как-то приободрить. Но вот то, что касается личной жизни, да, у нее сейчас, ну, мягко говоря, опанька, да, опа, мы не будем глупости говорить прямым текстом. Она прекрасно понимает вот то, что она думает о вас на сегодняшний день. Вы для нее сильный мужчина. Она до сих пор, она страдает, она понимает, какого мужчину в вашем обличии она потеряла. И добытчика, и сильного. И посмотрите, в принципе, вы для нее очень неплохой, как любовник выпадаете. То есть она вас таким оценит. Ну и на дне колоды, ну это вообще, ребят, вишенка на торте. Ну и, конечно же, она спонсора потеряла. Здесь не нужно быть даже тарологом, вы видите, что она очень сильно ценила, опять же, в вас, да? Ваши вложения, ваши какие-то подарки, все то, что вы для нее делали. И теперь она осталась, как говорится, при бубновых интересах, да, ни с чем. Она вспоминает, она ностальгирует, она скучает. И причем, вот я вам скажу, что те из, ну, некоторые, да, поскольку это общий расклад, будут среди вас те, которые могут подвергнуться приворотам. Поэтому будьте бдительны, потому что, ну, есть такая опасность вот со стороны вашей бывшей, особенно если это, ну, относительно недавний развод, ну, может, я имею в виду не 10-20 лет назад, а так, посвежее разводик. Ну, может привораживать, чтобы пытаться вас как-то вернуть. Ну, вы посмотрите, как же ей хочется кайфовать. Вот в каких она энергиях, да, одна и та же карта у нас выпадает. А как ей хочется себя чувствовать с вашей помощью? Вы у нее, ну, у меня просто нет слов, карта вранья. То есть она попытается, она замышляет вас вернуть каким-то образом через обман, через хитрость. Ну, то есть, смотрите, ее накрывает. И причем она хочет как-то это так обставить, как будто это само собой разумеющееся, да, либо это какая-то подставная ситуация будет, либо же это, ну, такой очень маневр, это может быть встреча, это может быть ситуация продуманная, подстроенная, ребят, чтобы вот с вами как-то воссоединиться. Это тоже как один из вариантов. Причем этим вариантом будет командовать она. Она хочет командовать тем, что будет происходить между вами. Вот ее черные мысли не отпускают. Вот она настолько негативный человек, хоть внешне она может выглядеть шикарно, может быть довольно хороша, она может быть хорошая любовница, но очень много негативных мыслей. У нее черная энергетика, у нее негативная энергетика, потому что магию она делала кому-то, либо же другим кому-то, либо же вам могла делать, да, то есть она пытается магичить, неважно, сама, не сама, но человек, который несет зло, который несет негатив другим людям. Что она еще думает о вас? Она вас считает человеком с характером, человеком довольно умным, эрудированным. В общем-то, она знает все ваши слабые места. И знаете, в чем опасность? Она знает вот как бы рычаги управления вами, она знает все ваши болевые точки, куда нажать, как можно где-то шантажировать, еще что-то, да. Ну, то есть вот эти ее негативные такие замыслы, как бы она ни пыталась воплотить в жизнь. Поэтому просто я вас предупреждаю, ребят. Однозначно, вы для нее перспективный, сильный мужчина. Это даже не обсуждается. Она понимает, что если она вас вернет,
правдами, неправдами, приворотами, как угодно. Она будет, как говорится, как у Бога за пазухой, да, есть такое выражение. Поэтому ей очень важно вас вернуть. Опять же, деньги, 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 да, вот с вашим возвращением к небу вернулся тот достаток, те деньги, да, ну, то есть то, что у нее было. А давайте-ка посмотрим. Вот я, в принципе, я понимаю, да, что многие из вас скажут нет. Но давайте посмотрим просто, что нам скажут карты. Получится ли у нее любыми способами, маневрами, что бы она ни делала, вот все-таки получится ли вернуть вас, да, вот. Ох, как она будет пытаться. Вы посмотрите, ребят, особенно я сейчас делаю акцент для тех, кто хочет, ну вот как я в сигнификации в начале расклада говорила, для тех, кто пытаются еще вернуть ее, может быть, надежду какую-то имеете, да. Вот посмотрите, человек жадный к деньгам. Вот посмотрите. Я вам скажу так. Она будет пытаться разными шансами. Вы посмотрите. Нет, ничего у нее не получится. Карта мира даже у нас выпала. Она будет по-разному подлезать. Неважно, с магией, без магии. Будет пытаться мириться, но ради той красивой жизни, вот о которой я вам показала. Да, вот пентакли, пентакли везде, кто знает. Но у нее ничего не получится. Она уйдет во свояси. Вот она получит то, что заслужила. Я думаю, большинство из вас согласятся с тем, что ну, с этой женщиной нельзя больше ничего иметь, правда? С ней нельзя ничего иметь. У вас будет другая женщина, посмотрите, ребят, очень четко мне карты говорят, ну так, забегая вперед, что у вас будет новая любимая женщина, в которую вы будете вкладываться. Но это будет никак не бывшая. Это будет совершенно другая история, о которой мы сегодня не говорим, да? Поэтому, если так резюмировать коротко, да, женщина, которая кусает локти, ваша бывшая, да, вот она кусает локти, что она вас потеряла. Человек, который будет пытаться, либо уже пытается всеми правдами и неправдами вернуть тот достаток и то, что вы давали, да. То есть вы для нее спонсор. Мне ни разу не выпала карты любви. Вот постоянно какая-то продуманность, выгода, да, вот ностальгия за красивой жизнью, ностальгия за тем, как ее кружили, любили. Но никак не любовь. Любовь у вас будет впереди с другой женщиной. Поэтому, мои дорогие, то, что она кусает локти по поводу вас, то, что она жалеет. Она очень сильно жалеет, и я вам показывала, да, вот, в принципе, вот в каких негативных энергиях, настроях это ее мысли, как ее накрывает, как она может рыдать в подушку ночью, потому что сама разрушила свою жизнь, сама накосячила. Поэтому, мои хорошие, не жалейте. Вот кто жалеет, кто страдает, не страдайте, не жалейте. Вы видели, я вам специально показывала карты. Здесь кроме выгоды и красивой жизни больше в голове ничего нет. Поэтому не тратьте свое время, не тратьте свои годы на ожидание такой пустой женщины. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!